Потеря близкого человека – это, пожалуй, одно из самых сильных и болезненных переживаний, через которые может пройти человек, даже если смерть наступила в естественных условиях. Но когда смерть вызвана неожиданными или насильственными причинами, воздействие и последствия, несомненно, сильнее. Смерть члена семьи имеет не только эмоциональные, но и физические последствия, такие как потеря внимания, потеря концентрации, потеря успеваемости, бессонница, депрессия, потеря аппетита и так далее. Это то, что принято называть скорбью. Согласно исследованиям, скорбь может длиться от 1 года до 2 лет. Причем первые 3 месяца после смерти любимого человека являются самыми тяжелыми. Но она всегда может усугубиться, и одной из причин, по которым это может произойти, если смерть наступила в результате убийства, а жертва и преступник являются членами семьи. В данном случае отцом был Уильям Мусак, или Билл, как его называли. Он был младшим из 4 братьев и сестер от брака между Робертсом и Эстер Мусак. Билл родился в июне 1948 года в Вест-Пойнте, штат Небраска, США. Он окончил среднюю школу в 1966 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и вскоре после этого вступил в корпус морской пехоты, где стал ветераном войны во Вьетнаме. Билл женился на своей школьной возлюбленной Терри Селлер, и вскоре после этого у него появились дети, первый из которых родился в 1973 году, дочь Дайна, а 4 года спустя родился ее брат Брайан. В то время мужчина работал в производстве деталей в компании, занимающейся аэронавтикой. Билл был веселым и любящим отцом, и без сомнения Дайна была папиной дочкой. И когда она чего-то хотела, то делала все, чтобы это получить. После более 2 десятилетий работы авиационная компания провела сокращение персонала, и одним из тех, кого это коснулось, был Билл. Это был тяжелый удар для него, который укрепится после его развода. Мужчина переехал в Колорадо к своему брату, чтобы перестроить и восстановить свою жизнь. Жизнерадостный дух Билла не сдавался. Он начал работать охранником в больничном центре и купил дом в городе Федерал Хайт, где увлекся ручной работой и начал помогать друзьям семьи и соседям в строительстве. Теперь поговорим о Дайне. Она работала на нескольких работах, дважды выходила замуж и разводилась. И устав от перемен, она захотела чего-то своего, поэтому вместе с подругой пошла на курсы массажной терапии. Вскоре после этого женщина переехала в Колорадо, чтобы быть рядом с отцом, и открыла свое собственное заведение, которое постепенно процветало. Дайна начала экспериментировать с собственными массажными смесями, которые она продавала как эксклюзивные продукты, а также использовала их в своем салоне. В 2002 году она встретила Джоэла Дженнингса, а 4 года спустя с полного одобрения отца Дайна и Джоэл поженились. И через несколько лет у них родилась прекрасная девочка. Казалось, их жизнь стабилизировалась и шла гладко. Но в 2014 году, к всеобщему удивлению, Дайна снова оказалась в бракоразводном процессе, споря об опеке над дочерью пары. И что еще хуже, ее бизнес начинает идти под откос. Вскоре после этого появился ее 4-й муж Крис Ньютон, который, как и Дайна, находился в неблагоприятной финансовой ситуации. По некоторым данным, на момент их знакомства Крис был женат. И вместе с Дайной и его женой они занимались интимной близостью втроем и даже жили вместе. Но позже мужчина развелся и женился на Дайне. В этот момент она попросила отца разрешить им жить в его доме. Билл не возражал, его дом был достаточно большим, и в конце концов Дайна все еще была папиной дочкой. Поэтому мужчина переехал в подвал, оставив верхний этаж для новой пары. Для 69-летнего Билла в то время эта договоренность была удобной.
Пара помогала платить за аренду дома, и дом не оставался без присмотра, когда он уезжал в отпуск к друзьям или на выходные, так как любил время от времени отправляться в горы. Хотя ситуация была беспроигрышной, она продлилась недолго. И уже через пару месяцев по неизвестным причинам четвертый брак Дайны распался в конце 2017 года. Примерно в это же время фигура дочери Дайны исчезает из всех новостных сводок. Возможно, ее отец получил право опеки над девочкой. 8 декабря 2017 года Марта, подруга Билла, звонит и приглашает его составить ей компанию на рождественской вечеринке, которая состоится на следующий день, и он с радостью соглашается. Это был последний раз, когда кто-то за пределами его дома слышал о Билле. После рождественских праздников 28 декабря на линию экстренной помощи 911 поступил звонок от 72-летнего Роберта, брата Билла, с просьбой проверить, как обстоят дела в доме его брата, поскольку он не мог связаться с ним в течение многих дней, что было совсем ненормально. Офицер федеральной полиции пришел в дом Билла, где его встретила Дайна, которая сказала ему, что ее отец больше там не живет и что она не знает, где он находится. Не получив дальнейших подробностей, офицер уходит, и полиция в принципе не находит ничего странного в том, что кто-то переезжает из города. Но на следующий день младший сын Брайан обращается к властям, чтобы подать заявление о пропаже человека. А вскоре после этого Роберт, брат Билла, делает то же самое. В доме Билла снова появляется полиция, и на этот раз Дайна утверждает, что ее отец, должно быть, заходил, потому что она оставила деньги за квартиру и сломанный мобильный телефон отца на столе, и их больше нет. Объяснение данной женщиной на этот раз заключалось в том, что Билл отправился в поход со своей девушкой, о которой она знала только то, что ее зовут Марта и у которой был домик в горах с зоной отдыха. Затем полицейские заметили, что на подъездной дорожке дома стоят 3 машины, и Дайна сказала, что их оставил отец. 2 из них сломались, и ее знакомый механик их заберет. Офицер попросил разрешения войти в дом, и Дайна с легкостью согласилась. Хотя дом выглядел довольно грязным, в нем не было ничего подозрительного. На самом деле не было никаких следов того, что Билл когда-либо там был. На его кровати лежала куча одежды Дайны, которая утверждала, что когда ее отец возвращался и хотел остаться на ночь, он спал на массажной кушетке, которая была в доме. Единственной странностью был тошнотворный запах, наполнявший дом. По словам женщины, это было результатом засорения туалета, проблему, которую так и не удалось решить. Несмотря на отсутствие улик, полиции показалось странным, что Билл отправился в поход, не взяв с собой ни одной машины. Поэтому они связались с местными полицейскими силами и начали пытаться установить местонахождение Марты, предполагаемой подружки Билла. Вскоре они получили сообщение из полицейского участка соседнего города, где им сообщили, что в начале декабря поступила жалоба из прачечной, куда пришла женщина, чтобы постирать окровавленные простыни. По словам владельца заведения, крови было так много, что даже обувь женщины была испачкана. Однако камеры наблюдения в прачечной не позволили установить личность этого человека. Тем временем сотрудники полиции встречаются с Мартой, которая с одной стороны утверждает, что она была просто другом и что у нее действительно есть домик в горах, но при этом она утверждает, что уже давно не встречалась с Биллом и не слышала о нем с 8 декабря, когда пригласила его на вечеринку, на которую он не пришел. В начале января 2018 года семью Билла вызывают в федеральный полицейский участок. И во время допроса Брайан говорит, что его сестра жаловалась ему на эмоциональное насилие со стороны отца, во что невозможно поверить, поскольку Билл обожает свою дочь. Но он также говорит, что отец был недоволен поведением Дайны, которая приводила дом в беспорядок, распоряжалась им как своим собственным
и не оплачивала расходы или часть арендной платы, как они договаривались. Брайан даже сообщил, что незадолго до своего исчезновения Билл написал ему и рассказал, что однажды ему стало плохо и его дочь сделала ему массаж, после которого он уснул на несколько часов, а потом проснулся очень вялым. Затем Дайна принесла ему гамбургер, но как только он сделал первый укус, он потерял сознание и очнулся через 15 часов. Билл сказал своему сыну, что не знает, дала ли она ему запрещенные вещества или что-то другое. Полиция также вызвала третьего бывшего мужа Дайны, Джоэла Дженнингса, который рассказал, что женщина нестабильна. Хотя он сказал, что ее отношения с отцом были прекрасными, и что она была уверена, что он единственный человек, который любит ее безоговорочно, он утверждал, что Дайна пошла по нисходящей спирали после 4-го развода и провала ее массажного салона, и что она была абсолютно импульсивной и непредсказуемой, и он даже подозревает, что у нее пограничное расстройство личности. Джоэл считает, что женщина могла убить отца ради финансовой выгоды. В разговоре с соседями Мусака они сказали, что Дайна рассказала им, что отец уехал на несколько дней к друзьям в Аризону. Но родственники Билла сказали, что он никого там не знал. Кроме того, полиция попросила телефонного оператора Билла дать им информацию о том, где последний раз проявлялась активность его телефона. И выяснила, что 29 декабря мужчина находился не в Аризоне, а в своем собственном доме. Соседи также сообщили, и позже это было подтверждено, что 11 декабря 2017 года перед домом Билла был установлен мусорный контейнер, который был убран коммунальной компанией 15 декабря, а второй мусорный контейнер был оставлен 22 декабря с различным мусором. Соседи сочли это странным, поскольку мужчина не занимался ремонтом. И когда они спросили об этом Дайну, она ответила, что заделывала подпол в доме. В конце концов, власти проверили банковские счета Билла и заметили, что после 8 декабря на его счетах наблюдалось весьма необычное перемещение средств. Несколько покупок на Amazon и снятие денег, некоторые из которых были сделаны с помощью чеков, заполненных Дайной, и на которых подпись не совсем совпадала с подписью владельца. Со всем этим полиция возвращается в дом Билла, но на этот раз женщина совсем не настроена на сотрудничество. Она говорит, что ей надоело отвечать на вопросы и не позволяет офицерам войти. Итак, 10 января 2018 года власти получают ордер на обыск дома, что они и делают. При этом просят Дайну проследовать с ними в полицейский участок для допроса. В комнате для допросов она продолжает утверждать, что не знает, где ее отец, и смеется, когда офицеры прямо спрашивают ее, сделала ли она что-нибудь с ним и похоронила ли его в доме. Дознаватели бросают ей, по их словам, несколько спасательных кругов, предполагая, что, возможно, ее отец умер по естественным причинам, а она испугалась и спрятала его, или у них была ссора, которая вышла из-под контроля. Но женщина настаивала, что ее отец покинул дом живым и собственными силами. Тем временем в доме Билла власти, следуя за ужасным запахом, добрались до укромного места в подвале, которое было покрыто какими-то деревянными досками. Когда они сняли их, то увидели, что пол был покрыт слоем бетона, уложенного весьма дилетантским способом. Они вызвали пожарных, которые с помощью инструментов начали разрушать импровизированный пол. И вскоре увидели землю, одежду и различные предметы, и среди всего этого была человеческая рука. Информация немедленно была передана следователю, который допрашивал Дайну. Узнав об этом, она призналась, что залила бетоном пол в подвале, и женщину арестовали за ненадлежащее обращение с трупом. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что разлагающееся тело принадлежит Биллу Мусаку. Они смогли убедиться, что у трупа был коленный протез,
Операция, которую мужчина перенес некоторое время назад. В остальном судмедэксперты не обнаружили никаких ударов или травм, которые могли послужить основанием для смерти. А обычная токсикологическая экспертиза не показала наличие запрещенных веществ или ядов. Но при проведении анализа телефона и компьютера Дайны были обнаружены подозрительные поисковые запросы. Например, один от 9 декабря о том, сколько времени требуется для разложения трупа. И другие в ноябре о транквилизаторе для лошадей, который, как выяснилось, Дайна купила в интернете в конце того же месяца. С учетом этих данных судебно-медицинскую лабораторию попросили провести повторную экспертизу с целью поиска следов этого лекарства. И там обнаружили присутствие препарата ацепромазин в организме Билла. Ацепромазин использовался на людях в 50-х годах, но после его неблагоприятного воздействия его применение было ограничено животными, которым он назначается для создания седативного эффекта. Его применение у людей вызывает снижение жизненно важных функций дыхания, сердечного ритма и сознания, что в конечном итоге приводит к смерти. Количество препарата, обнаруженного в организме Билла, было эквивалентно дозе для 26 лошадей. Считается, что слабая потеря сознания после массажа была результатом действия препарата, смешанного с маслами, а его 15-часовая потеря сознания могла быть пробной дозой или первой неудачной попыткой его убить. 43-летняя Дайна Дженнингс была обвинена в убийстве первой степени и ненадлежащем обращении с трупом и заключена под стражу до суда. Судебный процесс против нее начался 9 июля 2019 года. Защита Дайны утверждала, что она действительно приобрела препарат, чтобы помочь своему отцу справиться с болью и проблемами со сном, но введение смертельной дозы было случайным. По версии защиты, когда женщина увидела, что ее отец умер, она запаниковала и, не зная, что делать, закопала тело в погребе. В то время как обвинение утверждало, что убийство было полностью преднамеренным с целью завладеть имуществом отца и его деньгами. Прокуроры заявили, что использованное вещество никогда не должно применяться в отношении людей, так как оно угнетает центральную нервную систему, снижая жизненные функции вплоть до смерти, что и произошло с Биллом Мусаком. По мнению обвинения, мотивом были деньги. Кроме того, заместитель окружного прокурора Брэд Мартин сказал, что они обнаружили сообщение, отправленное Дайной своему другу после смерти отца, в котором она сказала, что жизнь сейчас настолько изменилась, что я чувствую себя намного лучше. Всего несколько дней спустя Дайна Дженнингс была приговорена к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения за убийство первой степени. Она также была приговорена еще к 6 годам тюремного заключения за манипуляции с трупом и по-прежнему находится в исправительном центре для женщин в Денвере, штат Колорадо.